Друзья, всех приветствую! Сегодня покажу, какие жетоны есть в моей коллекции. В первую очередь это, конечно же, жетоны метро. Например, жетон московского метрополитена. Он с обеих сторон одинаковый и сейчас уже не используется. Далее жетон санкт-петербургского метрополитена, он уже поинтересней. На лицевой стороне у него также находится буква М, а вот на обороте надпись «Санкт-Петербург». Мне этот жетон нравится больше, чем московский. И таким жетоном, кстати, все еще можно оплачивать проезд. Жетон для таксофона. Очень маленький, очень легкий. Вообще в руках не ощущается по весу. Также пластиковый жетон 50 евроцентов. Скорее всего, используется для каких-то либо игровых автоматов, либо казино какого-то на территории отелей. И по дизайну, конечно, он пародирует немецкие 50 центов. Хотя вот, как можете видеть, практически ничего общего, кроме какой-то идеи, в них нет. Следующий жетон — это квотер американский. Это копия. С обеих сторон, как можете видеть, здесь портрет Вашингтона. Скорее всего, это литье, судя по мелким точкам на поле. Но, кстати, достаточно неплохое качество. Вот, например, можете сравнить с 65-м годом с жетоном. В принципе, за исключением какой-то вот такой мелкой шагрени, качество вполне приятное. Заказывался как просто сувенир какой-то. И стоил, наверное, около 100-150 рублей. Далее серебряные 50 центов с изображением Джона Кеннеди 1964 года. Это серебро 900 пробы. Цепочка по периметру также серебряная, можете видеть пробу серебра. На мой взгляд, уже монеты это нельзя назвать, поэтому скорее к разряду жетонов это можно отнести. Также у меня есть просто монета этого же периода, 50 центов. Она уже выполнена из меди с никелевым покрытием, а не из серебра. Как раз таки с 1971 года начали чеканить медные монеты. Хотя по дизайну, как можете видеть, они абсолютно одинаковые. Для США это вполне нормальная тема. Так, 50 центов в честь 200-летия независимости. Также одна монета начеканена из серебра, а другая из меди, покрытой никелем. Хотя отличаются монеты только монетным двором. Следующий жетон вы могли видеть в моем предыдущем видео. Мне его подарили родственники, это именная монета. Для такой сувенирной монеты дешевое вполне себе приличное качество чеканки. Возможно, как раз таки именно эта чеканка, а не литье. Потому что те же буквы вполне четкие и твердые. Далее также жетон, который мне подарил знакомый. Это жетон с мойки самообслуживания. Затрудняюсь ответить, насколько нахулиганничал мой знакомый, забрав себе этот жетон. Но в принципе стоимость его же он оплатил. Значит, по факту он его купил. Далее идет очень много жетонов с изображением различных достопримечательностей из разных городов. Какие-то из них я сам покупал, какие-то мне родственники привозили. По картинке сейчас, конечно, может показаться, что монеты грязные, но это мельчайшие загрязнения на капсулах, которые становятся очень видны под прямым светом. Далее два жетона, посвященные Олимпиаде в Сочи с видами спорта. Они сделаны из, по ощущениям, плотного картона и покрыты фольгой блестящей. Следующий жетон был найден в поле. Это немецкие 10 марок периода 1920-30-х годов. Они использовались для внутреннего оборота в различных трактирах и отелях. Продолжаем германскую тематику. Здесь копия медали стрелкового клуба 1935 года. Весьма неплохая копия, достаточно хорошая прочеканка и рельеф.
другие такие смотрел в интернете, и там, конечно, качество сразу бросается в глаза. А здесь, по сути, только вот минимальный след от заливки формы сверху указывает на то, что это копия. Хотя те же самые буквы, все вполне себе прилично прочеканено. И орел имеет отличный рельеф. Далее монета с изображением Адольфа Гитлера. На самом деле, конечно, монет с Адольфом Гитлером не существовало в Германии в период 30-40-х. А это скорее фантазия на тему, как они могли бы выглядеть. Ну и, конечно, вот тут Адольф совсем устал. И также Эрвин Роммель, видимо, был либо покусан пчелами, либо что-то подобное. И, конечно же, как ни пытайся ставить такие монеты на ребро, они не хотят стоять. Для эксперимента взял потертый николаевский рубль и рубль 1924 года. И с постановкой их на ребро вообще никаких проблем нет. И, наверное, самый интересный концепт подобной монеты, здесь уже портрет хотя бы четко прочеканен. На обороте танк «Тигр» и вполне приличный, приятный дизайн. Далее копия очень редкой арабской монеты. С ней достаточно интересная история была. Один знакомый тоже где-то нашел, думал, что уже станет миллионером, попросил меня найти, что это в принципе такое, информацию. Ну и когда мой товарищ узнал, что цена такой монете в лучшем случае 100 рублей, он, конечно, достаточно сильно расстроился и отдал просто мне сувенир этот. Конечно же, в моей коллекции есть монетовидные жетоны из пятерочки и магнита, которые в прошлом году были очень популярны, в первую очередь среди детей. Особо приближать какого-то смысла нету. Единственное, что отмечу, это дизайн магнитовских монет. Они действительно имеют какой-то античный вид и вполне себе интересные. Тем более для детей, наверное, отличный вариант начала коллекции. В свое время купил набор монет 2010 года Санкт-Петербургского монетного двора. Обошелся он мне тогда всего лишь в 300 рублей. Сейчас, конечно, когда по таганскому ценнику многие монеты 2010 года Санкт-Петербурга стоят там 100-150 рублей, а 10 лет назад, по сути, это была цена просто рамки, за которую я купил его. Здесь каждая монета представлена в количестве 2 штук, чтобы было видно аверс и реверс. Также монеты 10-рублевые, посвященные 65-летию Победы, и юбилейный жетон Санкт-Петербургского монетного двора. Друзья, на этой патриотической ноте обзор на мою скромную коллекцию жетонов подошел к концу. Благодарю вас за внимание. До новых встреч!